Всем привет! Вы на канале Польза.нет Live. Вот сейчас мы переключимся на основной модуль. Вы увидели, как поменялись цвета. И сегодня вы увидите обзор на смартфон Vivo X100 Pro. X100 Pro Plus пока еще не существует. X100 мы уже с вами обозревали. Напоминаю, что основной канал Польза.нет 431 тысяча подписчиков. Там уже есть обзор полноценный на этот смартфон. На лайв-канале, который вы сейчас наблюдаете, есть еще и обзор игр. То есть не игр, а я на Твиче стандартно гоняю все смартфоны и благополучным образом после этого выгружаю все это дело на лайв, чтобы вы видели, что смартфон сколько поедает заряда и как у него с яркостью, сбрасывает он или нет. Спойлер, Vivo X100 Pro это в воду, как говорится, не гляди. Один из лучших смартфонов по камере на рынке. И так оно и будет. Почему? Потому что 80-й был таким же и 90-й был таким же. И сразу спойлер от меня, менять их на сотку смысла нет. В течение обзора поймете почему. Не забудьте подписаться на телеграм-канал Скидок Взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Написать, разумеется, в комментариях, чтобы я продолжал подобного рода обзоры. Обзор одним кадром. Вы видите, что смарт снимает на основной модуль. Я, кстати, также могу на ультраширик переключить. Но вы и так видели, как меняются цвета, да? И это нехорошо. Еще раз повторяюсь, что вот сейчас 23 мм эквивалент, основной модуль, что вопреки всему, вы должны понимать, что чем больше я недостатков нарою, даже если вам смартфон нравится, и чем больше вы недостатков увидите, тем более вы будете подкованы при выборе смарта. Предупрежден, значит вооружен. Я уже протестировал больше 40 смартфонов таким образом, как сейчас вы видите. Это обзор одним кадром, без склеек, вырезаний, еще чего-то. Разумеется, когда я, допустим, делаю подобные обзоры на основном канале, в сравнении с тем же iPhone 15, который у меня был вчера выгружен, я не видел, что Vivo X100 Pro практически во всех сценариях использования его порвал. Я видел, что он порвал его в фотографиях, и даже примеры фотографий вставлять не стал. В примерах видео первоначально казалось, что яблоко выиграло, но по факту выиграл Vivo. Давайте перейдем к обзору по-быстрому. Упаковка, как всегда, шикарная, но что мы не получаем? Мы не получаем супер крутой чехол. Мы получаем здесь просто чехол силиконовый, простой, прозрачный. Когда-то в 90-х, 80-х моделях было по-другому. Я думаю, есть люди, которые это помнят. Зарядка точно такая же, как в iQOO 12. И по большому счету, разумеется, ключ для извлечения слота под сим-карты. Но это лучше, чем у конкурентов. То есть, допустим, у Samsung и у Яблока мы помним, что идут только кабельное хозяйство идет. И все. Если говорить про упаковку, сказали, про комплект то же самое. Вот так он будет снимать на телевик X4,3, который, кстати, мне не особо нравится, потому что по мне телевик на X3 удобнее. Хотя, опять же, фанатов будет море, которые скажут по-другому. Переходим сразу к самому неприятному. Здесь у нас стоит Dimensity 9320. Что это такое и с чем это едят? Это процессор, который пиарят по полной программе, потому что он холодный. Тротлинг-тесты он благополучным образом по мне сливает по полной программе, но его хватает, и алгоритмы настроены с ним так, что этот МТК-шный проц позволяет вам, мне великолепно снимать. Но насколько он лучше снимает того же Pixel 8, вы можете посмотреть, опять же, на моем канале, сравнить картинку, потому что хожу в одних и тех же условиях, и сделать для себя выводы. Не факт, что вы увидите разницу, или не факт, что вам понравится больше картинка с Vivo, потому что он цвета перекручивает. Но, так как он перекручивает цвета, что в фото, что в видео, вот эти все сочные, великолепные, перекрученные цвета, они же вам нравятся. То есть сейчас реально здесь цвета другие. На Vivo они выглядят, повторяюсь, более сочными, контраста больше. И поэтому спасибо процессору. Он позволяет все это дело дорисовывать. Алгоритмам они позволяют вам это все без обрезок или еще чего-то видеть. В 4К 60 FPS на основном модуле он снимает. Может снимать и 8К. При 30 FPS, разумеется, мало кто будет этим пользоваться, и вы будете пользоваться этим со штативом.
Я рассказываю не особо хаотично, но не особо структурированно сегодня. Почему? Потому что как раз для меня корень проблемы это 93.2.0 Dimensity. Это, если говорить про этот смартфон, то у него классный экран, но у него закругленные грани. Мне не нравятся. Мне нравятся прямые грани с закругленными гранями. Лично мне играть менее удобно. То есть для игр он не подойдет. Хотя кто-то может не согласиться. Не соглашаются в основном фразой «мне вообще все равно», «я вообще искажений не вижу от этих водопадов» и «я вообще не играю». Вот это самые стандартные ответы на водопад хуже. Следующий момент. Если говорить про, давайте, про экран. Закончу. Почему у меня такое лицо одухотворенное сейчас? У него плотность пикселей почти суперфлагманская. Почему почти? Флагманская 450 ppi, но мы прекрасно знаем, что суперфлагманы все имеют плотность пикселей от 500 ppi. 500 ppi здесь у экрана отсутствует. По яркости у него 1100 люксов. И все бы было ничего, если бы у того же iPhone 15 не было 1400 люксов. То есть, с одной стороны, Vivo флагман, с другой стороны, Дешман от Яблока на 300 люксов ярче. И следующий момент, я сейчас сразу скажу, яблоки сбрасывают очень сильно яркость во время игры, но есть смарты на снэпе, которые сбрасывают яркость минимально во время игры. Я гонял его в Твиче, я не знаю, кто как гоняет, повторяюсь, у кого-то команды по 10, 15, 20 человек. Я понятия не имею. У меня смартфоны, я не пиарю никогда, что этот смарт у меня, допустим, 3 недели. Народ там, вот я неделю проходил, он у меня 3 недели был. А обычно блогеры контактируют с большим количеством устройств, поэтому я не могу сказать, что я жил только с ним 3 недели. Нет, у меня было много параллельных девайсов, все как у всех. Так вот, вот этот великолепный, или по-другому сказать, не особо великолепный смартфон в играх, он сбрасывает яркость в 2 раза. И она не особо заметна, это незаметен сброс яркости. Почему? Потому что у вас в исходнике вы имеете 1100 люксов, это очень хорошая яркость. Если вы играете в помещении, особенно в темном, он сбрасывает до 600 люксов, притом сбрасывает аж через 50 минут, и все хорошо. И по большому счету я бы сказал, ну вот молодец, потому что 600 люксов он показывал, притом я играл в Твиче, дополнительная нагрузка, он в Твиче, кстати, тоже сбросил разрешение, как и большинство, кстати, смартфонов, до 900 ppi, хотя было 900 p, хотя там было изначально 1080p. Но самое неприятное то, что никто почему-то не говорит, что если вы откроете, вот у вас есть этот смартфон, и вы можете говорить: Саня, да он вообще волшебный, он графику не сбрасывает. А что там сбрасывать? То есть ты открываешь PUBG New State, и там просто ты можешь при 90 FPS поставить самую минимальную настройку графики. И даже с этой минимальной настройкой графики этот смартфон сбрасывает яркость в 2 раза. Плохо ли это? Конечно, плохо, потому что это уровень средняка смартфона за $250. Но мы же не хейтим, мы смотрим, как камера отрабатывает. Здесь у нас направленный микрофон. Здесь у нас волшебный телевик, все может снимать 4К, если вы посмотрите, вот смотрите, я сейчас перехожу на ультраширик, на основу и на телевик. Но магия в том, что, как мне говорят: Саня, почему ты не говоришь, что можно переходить на фронталку? Потому что в 4К 60 FPS не перейдешь на фронталку. А почему? Потому что здесь фронталка на 1080p 30 FPS, ой, 60 FPS, то есть 1080p даже не 4К 30 FPS. Если говорить про фронталку, то приятно это или нет, к сожалению, она в 4К не снимает. Но она снимает в 1080p лучше, чем iPhone 15 в 4К. Это факт. То есть на всех тестах, что я делал, iPhone сливает что ночью, что днем. И по видео, и по фото. Если говорить про автономность, за которую меня тоже все ругали. Я сказал в ролике, что в основном, что он выбивает в PC-марке 10 с лишним часов. У него просто великолепная автономность. Но суперской ее тоже не назвать, потому что в том же PUBG, на этих минимальных настройках, он, по-другому не сказать, пожирает 28%. То есть если он каким-то образом, и это не турбо режим, то есть я мог бы включить турбо режим,
и он бы ел намного больше, так же, как его собрат X100. То есть Dimensity 9320, а пока они его начали продавать, именно как игровой смартфон, на этом процессоре это плохой вариант развития событий. Для обыкновенного сценария использования это супер. Может быть, вам кажется, что обзор недостатков, но это и есть обзор недостатков, потому что для этого обзорщики и существуют. Вы рекламу и вот эти все положительные вздохи-ахи по поводу того, что у нас, не знаю, блок камер покрыт каким-то защищенным стеклом суперским, и еще направленный микрофон, а еще он... не знаю, что он еще может делать. Что он может делать? Танцевать. Ну, в общем, вот это все можно посмотреть в другом месте. У меня вы можете увидеть, допустим, в основном ролике, как у меня колбасило камеру. Притом в ночном режиме ее колбасило. И второй вариант. В один день у меня колбасила камеру на Vivo X100 Pro в ночном режиме. Второе. Зависла она напрочь в зоопарке где-то через 12 минут фотографирования в высоком разрешении. И третий момент из глюков. Это были подтормаживания в PUBG, плюс он у меня завис в игре. То есть он у меня завис в Wreckfest, может быть, я неправильно назвал, но смысл в том, что это единственный смарт, который у меня в этой игре завис за год. И я это, разумеется, снял на видео, я, разумеется, закинул это в телегу в мою личную, можете посмотреть. Я ничего специально не делаю плохого со смартфонами. Вот. И опять же, чтобы вы понимали, многие могут сказать, что я их перегоняю. Нет. Вот, допустим, сейчас я делаю обзор одним кадром, но у меня в кармане вот о чем я думаю. Redmi K60, K70E, который, к слову, никто не будет покупать, потому что это будет Poco, который будет стоить на 50% дороже. Его и будут пиарить, чтобы его продавали. Точнее, покупали. Что еще? 120 Гц экрана. Отлично, есть в тач неплохой, хотя он мне не понравился, опять же, из закругленных краев. Нужно все настраивать, чтобы у тебя не было ложных нажатий в играх. Если говорить про память, здесь максимальная комплектация, она какая-то супер-мега крутая, но максимальная терабайтная комплектация с Dimensity 9320 по мне звучит как какой-то стёб, потому что и так стоимость смартфона, ну, мягко сказать, запредельная. Почему? Потому что это не глобальная версия. Да, здесь есть русский язык, да, здесь есть Google сервисы. Но чего здесь нет? Здесь нет 20-го бенда. Разумеется, у вас не будет никакой гарантии. Разумеется, все эти истории по поводу того, что мне больше всего нравится как раз от продавцов, либо людей, которые купили эти Vivo и пытаются продать потом. Ну, ты вообще идешь на форум, и все оповещения настраиваются. То есть, если вам нужен какой-нибудь один мессенджер, вам может повести, и вы поставите все разрешения всему, и он у вас будет отрабатывать. И один раз удалите китайщину. Но при следующем крупном обновлении, вполне возможно, китайщину вам придется еще удалять. Это раз. И два. Мы помним, что это BBK, и BBK недавно блокировала OnePlus и блокировала Realme. Как мне также пишут продавцы, которые пишут: вот у меня Realme, вот у меня OnePlus 11, вот у меня вот... Какого черта у него столько смартфонов, которые должны быть заблокированы? Он, наверное, не думает об этом в комментариях. Так вот, продавцы пишут и пишут, что никаких проблем по разблокировке нет. С другой стороны, я делаю обзор на OnePlus 12 на основном канале, и у меня в комментариях народ пишет: у меня OnePlus 11, он заблокирован, я не знаю, как его разблокировать. Те сервисы, что раньше их разблокировали бесплатно, это перестали делать, что мне делать? Ну и у меня когнитивный диссонанс. Когда ты продаешь смартфоны, конечно, у тебя все волшебно, потому что ты думаешь о том, чтобы заранее написать продавцу, нужен ли вам этот головняк. Vivo они никогда не блокировали, но это один концерн. Vivo, Oppo, Realme, OnePlus, BBK. То есть вы должны четко осознавать, что у вас смарт за 70 тысяч в России за 100 волшебно снимает, но там Dimensity процессор, который сбрасывает яркость в 2 раза и очуменно тротлит, и не факт, что завтра будет лучше. Помимо этого у вас нет 20-го бенда, помимо этого у вас нет Android Auto, помимо этого у вас вполне возможно будет психоз из-за экрана водопада, то есть не особо все волшебно. И насчет оповещений повторяюсь, что смотрите форумы, не читайте комментарии. Я уже понял, что у меня в комментах исключительно продавцов очень много, к сожалению, потому что в комментах ты видишь на форумах одно, что у людей проблемы, разумеется, им помогают их решить, но если у вас время ползать в этих комментариях, настраивать оповещения, это стёб. Я покупаю смартфон, я хочу туда 2 раза тыкнуть при установке приложения, и все. Так это должно работать. Сейчас мне еще скажут, что я его хейчу.
Вы заметьте, это самый длинный, наверное, обзор на моем канале, я его хейчу. Это супер классный вивовский смарт. Я удивлен, чему? Что здесь полуторка, здесь звук полуторка, как мне правильно тоже человек написал в комментарии, скорее всего, продавец. Вообще его надо правильно держать и поставить, и тогда вы не будете слышать, что здесь полуторка, она будет чистой воды стерео. И вообще, музыкант, звук здесь топ. То есть человек не пишет, что в других флагманах звук лучше, он просто пишет, что он музыкант, и поэтому звук в этом смартфоне топ. Запомните, это отличный аргумент для того, чтобы описывать стерео этого смартфона. Здесь не флагманский вибро, то есть на уровне флагманов, но почти у всех флагманов того же BBK здесь вибро лучше, у тех же OnePlus. И это ощутимо. Но, как мне пишут, а какая разница, главное, вибро работает, оно не сильно раздражает. Ну да, напоминаю, смарт у дома 100 штук стоит. И если ты проходишь вот таким кругом ада, 500 ppi здесь нет, там, не знаю, яркость сбрасывает, 1000 раз это могу повторять, то у тебя возникает вопрос: окей, у меня вот такая супер крутая картинка, но вы видели, как он меняет цвета в самом начале, когда ты стоишь в, получается, тени. И самое интересное, что какие бы примеры я вам не показал, при любом раскладе он снимает лучше всех сегодня. Быстрая зарядка, прям супер. 35 минуток у вас будет все в огне, все будет заряжено. Автономность, повторяюсь, в обычных сценариях использования больше 10 часов. Но что они выкинут с этим Dimensity, то есть вы получаете не самый топовый экран, не самого топового вибро, полуторку, звук, что еще? Тротлящий процессор, который сбрасывает яркость. В гипотетическая необходимость заползать в оповещалки, чтобы их настроить. И, разумеется, где-то на 1% в голове, вот, что BBK может заблокировать смартфоны. Как мне правильно написали, они блокируют только то, что у них есть в глобалке. А вы уверены, что Vivo X100 Pro не будет в глобалке? И когда оно будет в глобалке, вы уверены, что вот этот вот волшебный смартфон за 100 тысяч вы не будете с бешеными глазами бегать и пытаться разблокировать где-то? Вот. К чему это все? К тому, что 10 тысяч раз скачайте у меня и не только исходники фотографий, делайте выводы. Помните, что если вам нужны натуральные фото, а не то, что вам желают продать китайцы, разумеется, они пытаются продать вам эмоции, а эмоции — это всегда контраст, это перекрутка цветов, это то, что вам понравится. Алгоритмы работают именно так. То нужно думать 1000 раз. От меня девайсу, разумеется, да, но либо в глобалке, либо в версии Pro Plus, потому что неизвестно, что будет с медиатеком МТК. Повторяюсь, как мне многие пишут, хватит на него гнать. Но любой мой знакомый, выбирая между МТК процессором и Qualcomm, выберет Qualcomm. Если вы выберете, напишите: я выбираю Qualcomm, хорошо. Точнее, я выбираю МТК. Напишите. Мне очень интересно, кто. Вот, потому что в прошлом ролике уже 20 тысяч просмотров на за 12 часов, и никто мне не написал, что я выбираю Qualcomm, хотя я попросил. Точнее, МТК. Вот если вы выбираете МТК, напишите: я выбираю МТК. Я хотя бы буду знать, что кто-то из продавцов выбирает МТК. И буду потом этим людям напоминать, что они МТК выбирали, а не Snap. Вот. Повторяюсь, от меня девайсу однозначная да. Подписывайтесь на канал с колоколом. Скоро вот это вот дело будет на обзоре. Сколько будет весить файл, я вам покажу. Разумеется, здесь USB Type-C версии 3 и еще очень много других плюшек, о которых я не вспоминал. Но, повторяюсь, рекламных обзоров на YouTube просто море. Ни у кого там ничего не тормозит, ничего не разряжается. Хорошо. Значит, так они тестируют. Добра и удачи вам, дорогие друзья.